Так, давай проверка связи, проверка связи. Впервые быстро все подключилось. Это просто поразительно. А главное, что еще-то поразительно, это начало моего текста. Здесь так и написано. Освещение. Это поразительно. Вот сейчас я и так и начну. Приношу свои извинения. Я записала, а оказывается, не стерла эти веснушки, хной нарисовала. Вот. Оказывается, эти веснушки можно рисовать, не только хной. Оказывается, их можно даже делать перманентом. Представляете? Я не знаю, насколько это сейчас там модно, актуально, но мне кажется, что это очень прикольно. Вот. Короче, если на долгосрок, можно их делать даже перманентом. Представьте, там просто самое главное, вот эти все нюансы соблюсти, типа там с цветом, ля-ля-ля. Правильно подобрать пигмент, а самое главное, не забить его до такой степени, чтобы он у вас остался там, я не знаю, на года или даже на всю жизнь. Ну ладно, это реклама для перманент Елены. Это, Елена, для тебя реклама. И реально, если чё, я могу, правда, ссылку оставить, на Лену, в комментариях, потому что она реально делает крутые перманентные работы, и брови, и это. Ну, короче, все, 100 000 рублей, Лена, переводи. Я начинаю. Так, ну это поразительно. Вы видели, какие демонстрируют вообще чудеса цветотехники? Сейчас очень много стало времени уделяться именно освещению. Я не знаю, может и раньше было, конечно, много времени освещению, но те шедевры, которые создаются сейчас, это просто что-то на грани фантастики. Например, дизайны интерьера, фасады зданий, как подсвечиваются красиво, витрины магазинов, да даже ролики на YouTube, стали просто какими-то невероятно красивыми. Это тоже благодаря во многом, свету происходит. Так вот, и удивительно, насколько свет может, создать атмосферу, привлечь, чьё-то внимание, вызвать интерес. Но как он создает, положительный эффект, также может и создать отрицательный, и даже, возможно, оттолкнуть кого-то или навредить. А насколько освещение вообще важно для мастера по наращиванию ресниц? Ну, конечно же, важно. Вопрос бесспорный. Большинство мастеров вообще-то не задумываются о том, вот каким образом нужно устроить освещение в своем рабочем кабинете. Здесь логика совершенно простая, потому что, начиная с базовых обучений, нам говорят, вы, если хотите работать мастером, вы, значит, что делаете? Вам нужно рабочее место какое-то. Потом вы более-менее, если хорошо видите, все нормально, главное купите лампу. И вот эта лампа в таком подходе, лампа как будто бы ставится вообще во главу угла, и получается, что какой-то есть обязательный один светильник, который будет и в работе помогать, да, и плюс ко всему от ухудшения зрения защищать, и, в общем, от всех недуг вас избавит. Ну, я, конечно, немножко утрирую, но все же есть просто вот такое наблюдение. В перечень необходимых материалов и инструментов, конечно же, входит эта пресловутая лампа. Вот. А основные принципы освещенности помещения, они отодвигаются на другой план, на второй план. И даже точнее сказать, они никуда не отодвигаются, они просто-напросто игнорируются, и на них вообще никто внимания не обращает. Тогда как должно быть все совершенно наоборот. Просто логика вышеуказанная про эту лампу, она уже как будто бы въелась в мозги, укоренилась, и поэтому звучит везде про освещение: "Купи лампу, купи лампу, купи лампу". И теряется в таком подходе вообще понимание, что работать хорошо можно только в хорошо освещенном помещении. А что такое хорошо освещенное помещение? Вот с этим нам сегодня и нужно разобраться. Вот. Это и есть моя идея, это и есть идея моего повествования, и она заключается в том, как подсветить, рабочую зону мастера комфортно и функционально. Чтобы эту тему упорядочить, я предлагаю начать, с естественного освещения и постепенно, плавно перейти в искусственное. Да, это очень долгая подводка, я знаю, согласна, но по-другому не получится, поэтому давайте, погнали. Значит, итак, природный,
свет гораздо качественнее, чем искусственный. Хотя, учитывая те моменты, которые я перечислила в самом начале, чудеса светотехников и специалистов в этой области, ассортимент в мире света, то с этим утверждением, конечно, можно поспорить. Но мне что-то искренне подсказывает, что в индустрии наращивания ресниц специалистов по смежной профессии достаточно немного, и никто разбираться, знаете, там высчитывать какие-то формулы и выбирать, куда поставить эти светильники, никто этим, короче, заниматься не будет. Поэтому, естественно, да, я думаю, что никто не будет с этим спорить, что природный свет гораздо качественнее и по цветопередаче, и по температуре, и по, я не знаю, по спектру своему. То есть этот свет, он оптимальный для глаз человека, для зрения человека. И дальше, прежде чем продолжить, нужно сделать одно очень важное уточнение. По большому счету у мастера по наращиванию ресниц всего лишь два пути, как ему работать. Это либо он организует свое рабочее место сам, либо он идет и устраивается на работу, то есть место ему обустраивает работодатель. Никакого третьего варианта здесь нет. Соответственно, с поставленной задачей, а задача какая? Организовать рабочее место и, в частности, организовать его правильно с точки зрения освещения, на чем я и делаю акцент, это тема сегодняшнего видео. Вот. Может как и справиться одна из сторон, может так и не справиться, потому что нет никакого правила, что студия по наращиванию ресниц, специализирующаяся на наращивании, она обязательно вам сделает классные условия с точки зрения освещения и предоставит вам их, и вам будет комфортно работать. Не факт. Так же, как и не факт, что отдельный мастер самостоятельный не всегда в силах организовать рабочее пространство с точки зрения освещения правильно и удобно. То есть все наши самодостаточности могут также нам и навредить в этой части вопроса. В связи с этим уточнением, значит, в дальнейшем весь мой монолог будет соответственно, касаться всех. Будь вы наемный работник, будь вы самодостаточный, самостоятельный мастер и будь вы даже создатель, короче, рабочих этих мест. Вот. Ваш статус абсолютно не важен. Важно этот сам предмет разговора. А предмет разговора – это предмет внимания, это свет. Все, теперь точно погнали. Давайте. Отсюда следует главное. Никогда нельзя соглашаться на плохие условия труда. Значит, всегда тщательно выбирайте помещение, в котором вы планируете работать, и изучайте эти вот рабочие места, которые вам предлагают. В них обязательно должны быть окна. Окна – это ваш воздух и это ваш свет. Чтобы не занимать еще полчаса времени, конечно, я не буду говорить о том, какие есть положительные черты, какое положительное влияние оказывает естественный солнечный свет на организм человека. Это просто-напросто неоспоримо. Наилучшим выбором в этом случае являются помещения, где, как я замечу, вы будете проводить максимальное время своего бодрствования, кабинеты с окнами, ориентированными на юг или на восток. Просто-напросто потому, что там максимальное количество света. Москва не самый солнечный регион, это точно. Есть как бы и поактивнее световые дни. Сейчас 12 часов дня. Я сижу в нерабочей зоне. Здесь у меня клиенты не лежат. Вот смотрите, площадь 40 квадратов освещается таким образом из одного небольшого окна, что у меня сейчас в кабинете не работает ни один светильник, не светит вообще ничего. И вот что вы будете смеяться и говорить нам, что компасы покупать и измерять стороны света, где юг, а где восток? Ну, получается это так, потому что небольшое окно дает такое количество света на весь кабинет, что мне вообще не нужно в течение дня включать никаких световых приборов. Вот вы будете смеяться, но да, нужно на это обращать внимание. А также обращать внимание на количество этих окон, на то, какой у них размер, на то, под каким углом падает на вас свет. Потому что
Здесь может быть один нюанс не очень приятный. Это когда прямой солнечный луч в ваше окно и попадает как раз-таки на вашу рабочую зону. И это может доставлять неудобства не только вам, как мастеру, потому что вы сразу начинаете плохо видеть, но также и на рабочую каплю клея, на составы, на все то, что находится у вас на столике. Поэтому нужно на это обратить внимание. Но согласитесь, что гораздо проще скорректировать этот момент, буквально повесив занавески или шторы, и в необходимый момент просто их закрыть, и таким образом свет, яркий солнечный луч этот рассеется. Это гораздо лучше оставлять в помещении какое-то количество естественного света и просто корректировать его, допустим, шторкой, нежели вообще сидеть во тьме египетской. Но здесь, конечно же, такой нюанс. Конечно же, я не знаю, из какой вы точки вообще земного шара будете смотреть это видео. И вы можете сказать: Женя, ну вот в смысле? Конечно, я согласна, в зависимости от времени года, в зависимости от климатического пояса, в зависимости даже от пояса освещенности. А, Эти параметры количества света в вашем кабинете, они, конечно, могут разниться. Поэтому я складываю ответственность со своих плеч и предлагаю вам произвести самостоятельную работу по этому поводу и организовать свое рабочее место там, где в течение всего дня достаточное количество света попадает и равномерно освещает все ваши рабочие поверхности, весь ваш рабочий кабинет. Вот так будет хорошо. В конце концов, на затратах на электричество сэкономите. И вот ведь какая штука, что, учитывая все вышесказанное, никто не отменял наступление темного времени суток, смену сезонов, когда зимой у нас, например, темнеет раньше, хмурое небо в виде облачности или осадков, внезапно выстроенное какое-то здание по соседству, которое блокирует доступ солнечного света в ваше окно. А может быть, это буйная растительность занимается тем же самым. Мы же не знаем, что может произойти. Поэтому любой из перечисленных вариантов, и не только из перечисленных, легко корректируется. И корректируется как раз-таки искусственным освещением. Каким образом? Я выделила 4 параметра искусственного освещения и не знаю, с какого начать. Вот у меня есть световой поток, мощность лампочек или отражающие поверхности. И вот я, пожалуй, их соединю. Значит, мощность сама по себе, ну, так посредственно важна. Мощность это ватт, ВТ. Мощность это то, с какой скоростью крутится ваш энергосчетчик. А световой поток это уже поважнее. Световой поток на лампочке обозначается LM, люмен. Вот. Но когда этот люмен начинает светить и попадает на поверхности, он преобразуется в люкс, ЛК. Потом, сколько в итоге этих люксов будет, ну вот фактически на вашей поверхности освещаемой, зависит от того, на какой высоте подвешена эта лампочка и какая светоотражающая способность у этой поверхности. Представляете? Это какой-то кошмар. То есть нам нужно разбираться с полом, стенами, потолками, рабочими поверхностями. Вот, потому что от них отражается свет, который люкс. Но на самом деле он люмен, но вообще в счетчике крутится ватт. Понятно? Ничего не понятно. Для комфортной психологической атмосферы, для сохранения своего здоровья и работоспособности, что самое главное, есть правила, которые прописаны в ГОСТе, там, Санпине и так далее. Какое количество вот этих вот люмен должно быть в каждом из помещений. Там есть прямо для комнаты, для спальни, для выставочного зала, для чулана, короче, разные есть параметры. Но я о них говорить сегодня не буду. Если вы хотите, конечно, вы можете сами с этим совсем разобраться, но я не буду душнить и вот о них рассказывать. Но на самом деле я не буду о них рассказывать, потому что ну, у нас нет просто времени на это. Это дополнительные 30 минут.
ну или 20, не знаю сколько. Ну ладно, на самом деле я не буду о них рассказывать, потому что я сама до конца ну, не разобралась с этим. Лучше приведу пример. Бывают кабинеты такие, вы их наверняка знаете, кипельно-белые кабинеты. И дело в том, что вот сами по себе белые поверхности, они сильнее всего отражают свет. То есть если белый потолок, белый пол и белые стены, и если перебрать в таких помещениях с количеством лампочек, там, с их мощностью и так далее, в общем, с количеством света перебрать, то при входе в такое помещение просто можно мгновенно реально окочуриться от того, что этот световой поток ударил вам в глаза и просто какая-то наступила снежная слепота. Насколько это комфортно для процедуры наращивания ресниц? Ну вот я думаю, что вообще некомфортно. Я искренне ненавижу вот эти непродуманные решения в пользу вот этих белоснежных интерьеров ни на работе, ни в ресторанах, ни дома, нигде. Есть правила отражающих поверхностей. Их в целом примерно два. Первое — это чем светлее поверхность, тем она сильнее отражает свет. Понятно, что белое сильнее, темное меньше всего отражает свет. И второе правило — это глянец сильнее отражает свет, чем матовость. И поэтому здесь оптимальный вариант — темный пол, чуть посветлее светлые стены и белый потолок. Но смотрите, здесь какое дело. Конечно, это оптимальный, идеальный вариант, но мы же не можем себе отказывать в том, чтобы устраивать свой кабинет так, как нам вот хочется. И для этого, конечно же, есть решение. Оно очень простое. Я предлагаю отдавать предпочтение деталям. Если вы хотите каких-то блестящих акцентов, добавьте их, но это будут акценты. Если вы хотите украсить кабинет какими-то зеркальными элементами, тоже сделайте несколько таких элементов, чтобы они не были во всем пространстве, во всей комнате. И также яркие аксессуары можете расставить, никто вам мешать не будет, и будет вам счастье. И здесь самое время внедрять третий параметр, а третий параметр — это температура. И здесь вообще все максимально легко, то есть есть шкала этих цветовых температур, и это Кельвин, буква К. Вообще принято говорить, теплый свет — это желтый, холодный — это больше такой голубому синему, и нейтральный — это белый. Вот. И вроде кажется, да, вообще все понятно, нейтральный, белый, все берем. Но здесь не все так просто. Нейтральный свет — это приблизительно от 3500 Кельвин до 5500 Кельвин. Ну и как бы ничего такой, ну, промежуток нормально в 2000. То есть примерно в этом интервале 2000 как раз-таки может в течение дня меняться естественное освещение на улице. Поэтому что здесь может стать полезным? Во многом вот именно температура влияет на психологическое состояние человека, на его работоспособность. Слишком яркий свет вызывает стресс и раздражение, а тусклый, напротив, вредит зрению и угнетает психику. Смотрите, нейтральные оттенки. Возьму для примера 4500 Кельвин. Они отлично настраивают на рабочий лад. Это, по сути, тот же солнечный свет, который в идеале светит днем. А теплые оттенки — это приблизительно 2700 Кельвин. Они максимально комфортные для человека. И вот тут нам нужно балансировать. Я думаю, что такой тоже будет оптимальный вариант. Помните пример с этой снежной слепотой? Вот с комфортным желтым светом можно тоже зайти достаточно далеко. Хоть это и редкость, конечно, особенно в сфере наращивания ресниц, навряд ли вы видели вот эти желтые помещения, вот. Но все же представляете себе кадры, желтые длинные коридоры с мерцающими лампочками, вот этими жужжащими и так далее. А, и что-то на реснички сразу не хочется. Прекрасно, если у вас есть возможность и позволяют площади, разграничивать светом помещения на зоны. А в дополнение иметь возможность регулировки этих ламп по температуре и по интенсивности освещения. Вот. Так, например, вашу рабочую зону вы можете освещать больше, а зону для клиентов можете освещать меньше и в другой цветовой тональности, в желтых.
и располагайте зону для клиентов в желтых коридорах, в желтых длинных коридорах. Шутка. Еще один пример. Есть практика, и ее я встречаю достаточно часто. Работать в кромешной темноте, при этом освещая лишь рабочую зону над клиентом. Так вот, это очень тяжело. Вот такая вот темновая адаптация дается человеку сложно, потому что из выйти из темноты на свет гораздо проще адаптируется зрение, нежели чем из света в темноту. То есть порядка часа нужно, чтобы полностью адаптироваться к вот этим вот темным помещениям. Гораздо более длительное время, чем вот для световой адаптации. И помните, что вот в этот сумрак погружаетесь не только вы, а погружаются и остальные жители города. Два последних примера, вот они как раз-таки демонстрируют четвертый параметр – это однородность света. Избегайте резких световых перепадов. Помещение должно быть освещено везде равномерно. Не создавать затемнение вот в какой-то определенной зоне и не отражаться от поверхности. По поводу отражения от поверхности, это как раз-таки актуально для мастеров, которые работают с фольгой для клея. И буквально еще одно слово про мерцание хочу сказать, ведь оно очень опасно. И что может быть причиной этого мерцания? Это низкое качество ламп, это может быть проблемы с проводкой, возможно, истекающий срок годности этих ламп, они требуют замены, плохой какой-то контакт. Это все нужно проверять и за этим следить. А последствия такого мерцания, они, конечно, очень серьезные. Это и головная боль, это и апатия, быстрая утомляемость, не знаю, что еще. Напряжение глаз, снижение внимания. Это все последствия, потому что помните, что глаз этого мерцания не видит, а мозг реагирует. Ну вот 4 важных параметра я сказала. А итог-то какой? Ну, итог такой. Вы можете ходить на работу в подвал, например. Вы можете сидеть в темнице. Тоже вариант. Можете каждый день, например, ослеплять себя и ваших клиентов какими-то сомнительными вот этими прожекторными установками. Можете бороться с усталостью глаз и писать на форумах, какие капли выбрать, или какие очки купить, или почему там снизилось зрение. Можете купить лампу. Обязательно. Лампа, например, солнце вам поможет, или лампа луна, или лампа еще есть созвездие, есть лампа галактика и лампа комета. Вот покупаете одну из них или все сразу. Ну ладно, кроме шуток, кроме шуток, уделите, пожалуйста, внимание поиску удачного с точки зрения естественного освещения местам. Изначально, пока вы еще не начали работать, или вы меняете свое местоположение, неважно. А, И если в нем есть какие-то недостатки в этом естественно освещенном помещении, что скорее всего так и есть, вы можете это грамотно скорректировать как раз-таки искусственным освещением, правильным искусственным освещением. И тогда вы будете работать в радость. Работать не напрягаясь, работать много, работать долго. Но не в смысле долго, что вы должны делать процедуру долго, а долго, ну вот, короче, вы поняли. Про где здесь будет ссылка на то, как работать со скоростью. Обложка, обложка, обложка.